Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, меня постоянно гложет вопрос, почему никто не любит правду? Все люди постоянно друг другу врут. В мелочах или по-крупному. Более того, взглянуть правде в глаза и признать очевидное способны меньшинство. А ведь сила в правде. А правда в том, что наши сегодняшние гости очень похожи на нас. Причем не только внешне, но и по степени агрессивного поведения к окружающему миру и к членам своего социума. Но хватит философии, встречайте павианов, род приматов из семейства мартышковых. Среди зоологов нет единого мнения относительно количества видов. Обычно классифицируют 5, однако некоторые исследователи объединяют всех павианов в один вид. Кстати, я уже рассказывала про бабуинов, желтых павианов. Ролик про них вы сможете найти в плейлисте приматы. Итак, 5 видов павианов – это павиан анубис, гамадрил, гвинейский павиан, бабуин и медвежий павиан. Внешне они отличаются друг от друга незначительно. Самцы почти в 2 раза крупнее самок и имеют намного большие клыки, а также у некоторых видов и пышную гриву, как у львов. Кстати, грива и окрас старых самцов темнее, чем у молодых. У самого крупного вида медвежьего павиана масса может достигать 30 килограммов, а рост 110 сантиметров, то есть как человеческий подросток. Собакообразная морда – еще одна отличительная черта павианов. Павианы обладают мощными челюстями, что делает их серьезными соперниками в схватке, а жесткая шерсть защищает их от многих укусов хищников. Живут павианы, как и положено всем нашим предкам, в колыбели человечества, то есть на Черном континенте. Павианы распространены почти по всей Африке. Они являются единственным родом приматов, которые встречаются также на северо-востоке континента, в Египте и Судане. Ну а о меню павианов можно ничего не говорить, потому что оно такое же, как и у нас. Павианы всеядны. Кстати, большинство умных видов животных именно всеядны. Не знаете, как это взаимосвязано? Напишите в комментах. Вообще, павианы – это довольно медлительные животные, ведущие наземный образ жизни. Ну а жизнь на Черном континенте требует постоянно быть начеку. Логично, что павианам нужна хорошая система защиты от хищников. Такую защиту им обеспечивает жесткая социальная иерархия. Обычно в стане павианов примерно 6 самцов и вдвое больше самок. Главный – это вожак. Он руководит передвижениями стаи, управляет обороной и первым вступает в схватку с врагами. Молодые самцы тоже имеют иерархию. Среди них есть вышестоящие и нижестоящие. Их статус дает им преимущество в выборе еды. Однако, чем выше статус, тем больше самец должен участвовать в охране своей стаи. Именно они круглосуточно наблюдают, не угрожает ли стае какая-либо опасность. Для оповещения о надвигающейся опасности у павианов разработано более 30 звуковых коммуникативных сигналов. Первым на врага всегда бросается вожак, другие самцы могут помочь при необходимости. Павианы вообще дерутся беспощадно, действуют скоординированно, из-за чего многие хищники, особенно типа кошек, попросту обходят их стороной, хотя павианы частенько мстят им, воруя их детенышей. Несмотря на свою мстительность,
деятельность павианы умеют дружить, например, с эфиопским волком. Ролик о нем можно найти в плейлисте собаки. Внутри стаи тоже выстроились свои родственные отношения. Основа таких отношений – груминг, вычесывание шерсти. Груминг показывает социальный статус, поэтому самым вычесанным ходит, конечно же, вожак стаи. Хотят любви, павианы, как и мы, всегда. Неограниченно спариваться может только вожак стаи. Остальные самцы в большинстве своем вообще не имеют права на спаривание с самочками. Все построено по восточной патриархальной системе. Взрослый самец в возрасте от 9 лет заводит собственный гарем из самочек. Самцы в 4-6 лет либо имеют одну самку, либо обходятся вообще без нее. Но когда самец перерастает возраст в 15 лет, его гарем постепенно распадается. Самки уходят к более молодым самцам. Кстати, среди павианов нередки гомосексуальные связи. Иногда два молодых самца свергают старого вожака, находясь при этом в гомосексуальных отношениях. Соляви. Беременность павианихи длится около 160 суток. Маленький павианик весит около 400 грамм. Он крепко цепляется за брюхо матери, и в таком положении мать носит его около 6 месяцев. Затем молодняк объединяется в детсадовскую группу, в которой тоже есть своя иерархия. В 3-5 лет самцы стремятся покинуть стаю, а девушки предпочитают оставаться с матерями. Все как у людей. Как я уже сказала, врагов у павианов немного. Лучше посчитать, кому они враги. Хищник постоянно оказывается в ситуации: ты вцепишься в одного павиана, а они все в тебя. Да и для родственников голых обезьян павианы представляют определенную опасность. Особенно взрослые самцы, способные нанести своими клыками довольно серьезные травмы. А как вы думаете, такая агрессивность вида присуща всем приматам? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!